Абраға, яха, ай макайчак ду, су, азакбан, қарауцы апхазот, апсына аразғаз бой. Ара ай башрашты, Владислав Дудза, ишты иха закцара, ярбануй, атным уазин рымазым, апсына ахора, аватахка, авинква, изеизбе уизастара, избанзар хамачу, хапхадзара Дудза, ахахадгил пшца, зигир тахук, харахар тахцамаха, хадгило биртахук. Убрекан хамилат ихчарц, азавано уязакбан зиды кылас. Апсва, яханза хазгаз, уязакбану, хахчите яханза брах, ханаги, азахарахбана гарала, и чот суап язакбан яхатыр галу, убряштах, хакунахуй, халацвю, хапсадгила чахмачна, 20% аканза, пыхахшоас, акунква, процент аканза хнанагу. Убряшартара, бана, хыяхгейт, хахияхгейт, абас айзар айчкара. Уигуагеласу, тарас это хуй. А хапсоху хамадза, хапсадгил хакчот, хапсадгил япархагу, хара, айшакна, надгару, хапсва, харабай хаму, хара и хаму хапсадгил, снаги хакчей, вин пян хабат шайдыхчот, аха, Адумва, абрал нылын хара, убря ныркалу, лагобай хан, и пыргылын икши. Выништа ваком, уяштах ядана, анхара ялак. Арта парламент козыцбов хо, Адумва ага набрарен хара, уя визу, абрал шола, хуч корзыга. Аматаца, аматаца, аха дай башран, абхагыла решахцазыч, хара абхахаргыла хара абсва, игиртамилатма, адуру кустотаха, абсва аров, абхагыла абсна, араскозацва, абра топтала, сарасала царгач, хуя экономика яхзана то, экономика. В первую очередь надо сказать, что вопрос апартаментов, он сегодня в таком виде у нас, да, обсуждается. Это уже старый вопрос, вопрос продажи недвижимости иностранцам. Он уже у нас в повестке там с разной степенью активности поднимается уже последние, наверное, лет 15, если не 20. Тут важно сказать, что вопрос апартаментов, продажи недвижимости, здесь я знак равенства ставлю, это вопрос в первую очередь вопрос безопасности Республики Абхазия и его народа. Мы прекрасно знаем, и мы знаем, и наши друзья знают, и наши недруги знают, что у нас очень сложная демографическая ситуация. Да? Там много этому причин, да? Там и Кавказская война, и заселение Абхазии грузинами в период Сталина Берия, и война, которая огромное количество, да, забрала наших самых, да, молодых людей. Там средний возраст погибшего у нас на войне 22 года. То есть все это и послевоенная сложная ситуация, да, конечно, не могла не отразиться на нашей демографии. И сегодня вопрос апартаментов — это же вопрос заселения Абхазии. Он так или иначе, мы в первую очередь должны говорить об этом. Лоббисты этого вопроса делают акценты исключительно на экономике, я к этому тоже вернусь, то есть там тоже с математикой большие проблемы. Но это в первую очередь наш внутренний абхазский вопрос, да, который и такая реакция бурная в обществе, жестко негативная по отношению к этому закону, потому что люди четко осознают риски, да, которые будут в результате принятия этого закона, да, народ свои
какие-то коренные базовые интересы осознает, и поэтому сегодня такая реакция. А любое брожение, да, в государстве, да, когда существуют какие-то конфликтные вопросы, конечно же, и провоцирует, и в том числе наших недругов, да, этой ситуацией как-то воспользоваться, да, какие-то свои там политические очки при этом набивать. Что характерно в грузинском медиапространстве, да, сейчас много обсуждают этот вопрос, и часто в таком контексте, что принятие закона об апартаментах это будет для грузин возможностью, да, вернуться обратно в Абхазию. То есть они любую ищут возможность, да, чтобы восстановить свои потерянные позиции, там, в первую очередь, которые грузины потеряли в результате войны. Абхазия стала независимым государством. Мы знаем, что одна из главных целей грузинского государства это восстановление так называемой территориальной целостности. Они любую нашу возможность, любые наши внутренние конфликты, конечно же, будут использовать, да, в своих интересах. Не хочу сказать, что это нормально, но мы должны быть готовы ко всему. И в обществе сейчас есть консенсус, полное понимание того, что этот вопрос для нас вреден. И конечно же, наши недруги будут пытаться использовать эту ситуацию, да, чтобы и наши отношения с Россией испортить. Но я еще раз повторю, что это сугубо наш внутренний вопрос, вопрос демографии. Мы не тот народ, да, у нас нету таких шовинистических настроений, да, как мы знаем, как в Грузии. Да. Поэтому мы всем рады, мы гостеприимный народ, миллионы человек в Абхазию приезжают и возвращаются в Абхазию. То есть использовать этот фактор, я считаю, не получится его тогда использовать, потому что мы всем рады, всем гостям, но есть вопросы нашей безопасности, да, которые мы, конечно же, как народ, вопрос безопасности мы, конечно же, будем ставить там выше и вопросов экономики, там и других вопросов. Поэтому я считаю, что подобные спекуляции, да, и такие информационные спецоперации не принесут никакого, да, успеха. И важно тоже об этом говорить. И нельзя позволять эту ситуацию использовать, да, чтобы там, портить, наши отношения там, со стратегическим союзником, с Россией. Мы открытая страна, мы всем рады, к нам люди приезжают, и у нас никакого национального фактора вот после военной Абхазии, его нету даже. В этом смысле у нас намного спокойнее, чем даже в самой России. Про Грузию я не говорю, там у них свои проблемы, с которыми они не могут разобраться. Ну, сейчас все внимание, конечно же, людям, заинтересованным в Абхазии, да, и которые позитивно на Абхазию смотрят и негативно, конечно, вот сейчас связано с вопросом апартаментов. Хочу чуть немного расширенно сказать, почему вопрос апартаментов он такую реакцию в обществе вызвал. Нельзя этот вопрос, да, сегодня как повестки, да, как Аслан Джаня сегодня этот вопрос поставил, его рассматривать вне контекста всей той политики, которая сегодня проводится. Потому что к вопросу, к закону апартаментов есть еще другие законы, да, которые лежат в парламенте. И я с уверенностью могу сказать, что они идут в связке. Да, их так не представляют, как связки. К примеру, к закону там в парламенте лежит в прошлом году отвергнутый депутатами законопроект о инвестиционной деятельности. Также в парламенте находится закон о признании судебных решений по экономическим делам Российской Федерации. И все вот эти законопроекты, их, конечно, надо рассматривать в комплексе, потому что они в комплексе, да, будут действовать. К примеру, крупные инвесторы, да, по апартаментам, они опираясь и на закон об инвестиционной деятельности, где практически они от всех видов налогов освобождены. То есть о какой экономической пользе можно говорить, если застройщик не будет платить налогов. И деньги, которые будут там крутиться в этой сфере, их абхазская экономика не увидит. Это и на основании закона, и по опыту тому, как сегодня это происходит, в основном сделки наше государство купли-продажи не видит, то есть деньги государство не видит. И скорее всего офисы продажи этих так называемых апартаментов, они будут находиться в России мимо нашей экономики. Также есть закон о признании судебных решений, то есть с помощью вот этого закона в российских судах инвесторы будут защищать свои интересы, здесь, то есть будут приезжать с судебными решениями, и здесь отстаивать свои интересы. То есть это очень такой комплексный вопрос, сложный вопрос, но
важно сказать, что наши люди все прекрасно поняли, все увидели. То есть какое-то время обществу понадобилось, да, потихоньку, по крупицам, по действиям властей, по высказываниям там, нашего президента и его окружения. Уже люди сегодня имеют четкую и понятную картину того, что происходит. И вот эта вся активность, которая связана там, и с общением с депутатами, да, в округах, это первый опыт вот после войны, чтобы вот так люди активно свою позицию, да, отстаивали, чтобы люди вот так звали депутатов, разговаривать, вот это впервые. Такого у нас никогда не было. И это говорит о том, что общество в какой-то степени проснулось, да, потому что уже какие-то коренные интересы абхазского народа сегодня, вот эта вся повестка, да, со стороны власти, по сути, она инородная, ее общество не воспринимает. То есть это и важно отметить, все слои общества видят в этом угрозу. И я думаю, все это, протест будет нарастать, он неизбежен, если власть не откажется от вот этой своей пагубной и вредной для абхазского народа повестки. И у нас, если бы, к примеру, власть пыталась бы за 4 года, да, какие-то важные шаги делать в сторону народа, принимать законопроекты, где точно не было бы никаких разногласий, да, возможно, люди как-то по-другому смотрели бы, но доверия сегодня к власти нету. И если власть не идет в сторону народа и силой пытается протащить, да, какие-то документы, люди понимают, что это точно делается не в их интересах. Да, и реакция общества как бы это все подтверждает. Возможно, эта тема апартаментов, я уверен, она не пройдет, потому что общество уже очень так жестко заявляет, да, о своем неприятии. И мне хочется верить, что этот вопрос апартаментов нас приведет к обсуждению еще других важных вопросов. В первую очередь того вопроса, что если самая главная угроза, которую помимо демографической, то что абхазский народ потеряет свою землю. То есть буквально в юридическом смысле мы окажемся без самых ценных наших земель. Сегодня у нас по Конституции земля — это собственность народа, да, но это, к сожалению, только формальность. И я считаю, следующим этапом, да, когда уже вопрос апартаментов он будет снят, это вопрос земли, я считаю, должен быть поставлен. Потому что сегодня у абхазского народа земли как таковой нет. Вот самые крупные, самые такие ценные участки нашей земли, они находятся де-факто в частной собственности. Большая часть этих земель, она не задействована, она не работает во благо абхазского народа, абхазской экономики. И многие из держателей этих земель — это сотни и тысячи гектаров, чтобы мы понимали, это огромные территории Абхазии. Я считаю, мы эту ситуацию должны изменить. Земля должна быть возвращена государству, и государство должно его перераспределить. У каждого абхаза, который живет на своей земле, у каждого гражданина Абхазии, который любит свою родину, который здесь собирается жить, воспитывать детей, должен иметь хороший участок земли, на котором он сможет развиваться, да, какой-то бизнес делать и так далее. То есть мы сегодня, я считаю, обязаны, это вопрос в том числе выживания абхазского народа, это сделать нашего гражданина собственником на своей земле. У нас развития не будет. Если мы потеряем все ценные наши земли, мы здесь останемся, мы не будем собственниками на своей земле, мы будем просто здесь проживать. И экономически не хочется какие-то такие, знаете, печальные какие-то метафоры говорить, но быть вторым сортом у себя на родине, конечно, мы не для этого, да, там столетиями, тысячелетиями отстаивали свою землю, чтобы остаться здесь, знаете, просто ходить по кругу вокруг этих апартаментов с огромными заборами, да, и часто лоббисты говорят о рабочих местах, но мы видим тенденцию, что практически местных на работу не берут. Мы видим, там конфликты с этим были связаны, поэтому наш народ должен быть собственным, не должен быть, знаете, туристом на своей земле. Мы не туристы. Адгур, у меня такой вопрос. Согласно этому законопроекту, гражданин какой страны может приобрести апартаменты? Любой гражданин. Любой гражданин любой части мира может приехать и приобрести
здесь эти апартаменты, согласно этому закону, и в том числе граждане России грузинской национальности. Я, как мне кажется, я сейчас не могу, да, и не предсказываю будущее, как Нострадамус, но я думаю, что в России очень много состоятельных грузин, и я думаю, и грузинское государство будет этому способствовать, что на первом этапе основными собственниками этих апартаментов, конечно же, будут граждане Грузии. И у них считается это таким очень почетным, если ты в Абхазии что-то имеешь, они этим гордятся, друг другу рассказывают, да, там на встречах диаспор. Просто я знаю, о чем говорю. Для них это очень такая вещь статусная, иметь в Абхазии собственность. Так что их будет немало. Еще такой вопрос. Насколько этот законопроект противоречит Конституции и законодательству нашей республики? Он по духу своему противоречит, да, нормам Конституции, потому что здесь основных собственником природных ресурсов Земли является народ. Мы фактически будем отдавать собственность иностранным инвесторам самые лучшие наши территории. Я не хочу вдаваться в юридические, да, какие-то тонкости, да, пусть этим правоведы занимаются, но он несет настолько очевидную, да, угрозу и существование абхазского государства и народа, да, что там вдаваться в какие-то юридические моменты, все это очевидно. Да? Может, там в каких-то других там законопроектах надо там правильно какие-то, да, букву закона соблюдать, но здесь все настолько очевидно. В 92-м году наше восстание против грузин, оно тоже там не соответствовало Конституции, которая там была в Советском Союзе там, и в Советской Республике Грузия. Но всем очевидно, если мы стоим перед лицом угрозы, мы должны на нее реагировать. Да, и мы много раз, абхазский народ показал, что он может отстаивать свои интересы, и не только с оружием в руках. И сегодня, как это происходит, да, люди своим словом, дело собираясь, абсолютно все проходит, да, в такой мирной обстановке, но люди так довольно уверенно защищают свои интересы без каких-то там лишних, да, проявлений эмоций, да, и агрессии. Агрессия, к сожалению, исходит вот сегодня. Вот ситуация, которая в Очимчирах была, я там тоже присутствовал. Да, агрессия исходит от действующей власти. Как эта ситуация, на твой взгляд, должна разрешиться? Особенно сейчас говорят вообще не только о том, чтобы отложить рассмотрение данного законопроекта, а речь идет о принятии закона о моратории. Вообще, на твой взгляд, вот как лучше всего разрешить данную проблему? Я считаю, что столько лет уже это происходит, а не первое, да, и в 2016 году парламент принимал постановление, да, по поводу, тогда партия Айнар тоже, мы предлагали мораторий, тогда депутаты не проголосовали, но закон о продаже недвижимости был снят тогда с голосования. То есть, да, такое Соломоново решение принял парламент, но проблема в том, что вопрос он никуда не делся. И даже если сегодня его отложат, он рано или поздно опять станет. Поэтому я считаю, что мораторий сегодня это единственное верное, правильное решение, раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. Чтобы она никогда не возникала, да, эта ситуация, потому что у нас там будет смена власти, она неизбежна, после нее будет смена власти. И рано или поздно этот вопрос, когда там какая-то будет подходящая, да, ситуация, рано или поздно, но есть риск того, что он будет поднят. Поэтому сегодня я считаю, мораторий даже можно не только мораторий, да, единственная форма. Я считаю, самое лучшее будет решение это внести подобный запрет в Конституцию. Конечно, технически это сложнее сделать, потому что там нужно 24 голоса, мораторий можно принимается 18, да, простым большинством для изменений в Конституцию. Там и по времени это долгий процесс, и нужно конституционное большинство 24 голоса, но я считаю, именно по этому пути мы должны пойти. Либо мораторий, либо внесение соответствующей статьи в Конституцию. Раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. Говорят о том, чтобы надо создать благоприятные условия для инвесторов, для инвестиций в Абхазию и так далее. Безусловно, это так. Но мало кто говорит о том, на каких условиях привлекать инвестора. Обычно инвестору отдают все. Все блага, он получает прибыль, и всю прибыль забирает, и какие-то налоговые только отчисления в бюджет, и все. При этом
пользуясь ресурсами По Абхазии. тому инвестиционному закону, который сейчас в парламенте находится, то есть даже и налоговые выплаты, они практически будут минимальны, они там на десятилетия освобождаются, да, от уплаты основных налогов. Никакой пользы ни абхазскому народу, ни абхазской экономике от этого не будет. У нас будут закрытые зоны территорий, да, налоговые поступления будут абсолютно незначительные, то есть мы потеряем свои территории, пойдет на заселение Абхазии, и никакой здесь в этом вопросе, в этом да, законе об там, кроме вреда ничего нет. Что касается инвестиций, конечно, мы должны привлекать инвестиции, но должны быть умные инвестиции, да. То есть под это должна быть и правовая база, и понимание того, что мы реально хотим от этих инвестиций. Не заселение Абхазии, да, это выгодно по сегодняшнему закону, который, да, там в парламенте находится. Выгода исключительно тем, кто это будет строить. Нет никакой проблемы, мы можем, да, какие-то завлекающие, да, для инвесторов какие-то законы принимать, но почему мы упираемся только в апартаменты? Нет проблемы, могут строить там на гостинице, можно строить в той же Восточной Абхазии. Почему никто не говорит о гостиницах? Это не бизнес, люди хорошие деньги зарабатывают. Да, в Гагре много гостиниц, да, там в таких более известных курортных, да, территориях, в Сочи. Почему именно апартаменты? Почему не говорят о гостиницах? Почему не говорят о производстве? Почему не говорят о сельском хозяйстве? Поэтому исключительно люди хотят, да, какие-то быстрые деньги, потому что гостиница это там бизнес, он и сложнее этот бизнес. Почему мы должны искать легкие пути там, для инвестора по-быстрому там, вернуть свои деньги и построить еще одно здание, да? То есть это с экономической, да, точки зрения это глупо. То есть мы должны какие-то, у нас есть перспективы на сельское хозяйство, то есть мы можем на выгодных условиях, да, для государства там, и для инвестора, да, какие-то условия создавать, привлекать там бизнес интересный, да, который там на будущее будет способствовать развитию абхазского народа, да, и государства, а не ставить под угрозу существования вот, да, нашего государства. Но для этого нужна власть, которая исключительно стоит на позициях защиты интересов государства, да, а не лоббирования интересов иностранных олигархов. Продолжение этой темы, это вообще, конечно, отдельная большая тема, но как тебе кажется, все-таки, если коротко можно сказать, на каких условиях может прийти инвестор, чтобы он мог бы поделиться и своей прибылью с нами, получая лучшие земли на побережье? Может быть, государство вложится в общий бизнес и будет получать, я не знаю, прибыль 30, 40, 50%, я не знаю. Почему все надо разные отдавать? формы есть, я недостаточно компетентный, да, вот в этих всех вопросах, связанных с инвестициями, с бизнесом, да, у меня чуть другая специализация, специфика. Но мы можем посмотреть на примерах именно успешных стран, да, как они взаимодействуют с иностранным бизнесом, и везде, там, и в крупных проектах всегда учитываются интересы государства. Вот, к примеру, там далеко за примерами ходить не надо, да, как бы мы к Грузии не относились, но в этом смысле они свои интересы лучше отстаивают, да, грузины, чем мы. Вот порт в Анаклии, да, который строят китайцы, там 51% это грузинское государство. Если это было бы в наших условиях сегодня, да, при сегодняшних властях, просто этот порт был бы там 0% абхазского участия. Это нормальная мировая практика, да, когда в крупных инфраструктурных проектах участвует государство, да, в которое вкладывают деньги. Это только мы, да, весь мир уже пошел вперед, да, уже какие-то есть нормы, да, там бизнеса, да, инвестиции уже выработаны, там не надо велосипед изобретать. Мы находимся на стадии там, я не знаю, 100-летней давности, когда там, я не знаю, за какие-нибудь племена в Африке, там, за какие-то там, за чемодан денег, там, какому-то племенному вождю отдавали все свои ресурсы. Мы по уровню своего понимания, да, имею в виду наше государство, да, по тем методам работы, мы далеко не ушли от этих племен. Вот что самое, да, печальное. Сегодня день флага и герба Республики Абхазия. Я очень хорошо помню, в каких условиях в 1992 году, перед самым началом войны, эти символы были приняты. На твой взгляд, какое имело значение принятие герба и флага Республики Абхазия вот тогда для нас, для народа Республики Абхазия? Флаг — это
не просто, да, красивый кусок ткани, да, который там развивается над нашими государственными, да, зданиями. Это в первую очередь символ той многолетней, многовековой борьбы абхазского народа, да, за свое государство, за свой народ. И переоценить, конечно, важность государственной символики, конечно, трудно. И очень важно нам не забывать, какие символы, да, и какие знаки заложены в наш флаг. И то, что у нас там на флаге 7 звезд, мы не должны забывать, что у нас 7 исторических земель в Абхазии, да. И сегодня с одним у нас, как говорит наш президент, спорная ситуация. Ни один гражданин Абхазии не считает, что Аибга спорная. Аибга — это наша территория, это наша земля, тысячелетиями была. И флаг очень важно, чтобы мы, когда на него смотрим, мы вспоминали, что это не просто так все нам дано было, нам никто ничего не подарил. Это мы очень много лет боролись и разными методами боролись. Кто-то пером боролся, кто-то кулаками боролся, кто-то с оружием в руках. И мы не должны забывать ту огромную жертву, которую наш народ, да, которая была не только в нашей войне 92-93 года, а и за столетия до этого. Потому что флаг — это очень важный символ. Символ нашей свободы, нашей независимости, нашей гордости, нашей чести. И твои пожелания в связи с этим праздником народу? Ну, к сожалению, вот сегодня праздничный день, но вот что в стране происходит. Мы, граждане Абхазии, мы все хотят жить мирно, спокойно, да, там заниматься своими делами, своими семьями. И, к сожалению, постоянно, если раньше нас извне будоражили, да, а сегодня у нас, к сожалению, там наши власти, которые настолько оторвались от народа, да, что его не понимают, его чаяния, его проблемы, его видение, да. И мне очень приятно, что люди на все вот эти спекуляции, на пропаганду, да, которая ведется, люди четко начали осознавать свои интересы. И я думаю, кто, если не мы, будем, да, простые граждане, будем защищать интересы своего государства. Поэтому в такой праздничный день мне приятно видеть, что наши люди уже сегодня... Мне очень не нравится слово электорат, да, в который нас хотят превратить, да, в такие, да, бездумные машины, которые просто ходят на выборы там, раз в 5 лет и бросают бумажку в урну. Что мы сегодня общество, что мы сегодня народ, который четко осознает свои интересы и готовы их защищать.